Раз-два, раз-два. Давай, поехали, сейчас дождь пойдет еще. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Мы собрали для вас большое количество интересных событий и новостей. Предлагаю их обсудить вместе с вами. Саш, ну, наверное, это уже не совсем новости, это просто то, что интересное произошло на прошлой неделе. Но это очень важные вещи, и если вдруг кто-то пропустил, то садитесь поудобнее, мы сейчас вам все расскажем. А начать я хочу с замечательного большого праздника, который прошел в Санкт-Петербурге 25 июля. Вань, как ты думаешь, что это за праздник? Да это алые паруса. В этом году выпускники отмечали свой праздник с 25 на 26 июня. Алые паруса – это праздник выпускников среднеобразовательных школ, проходящих в северной столице России. Ежегодно этот праздник проходит в самую короткую ночь в году. Одинокая звезда в небесах. С инициативой его проведения выступили сами выпускники. Идея назвать мероприятие «Алыми парусами» возникла в связи с популярностью в конце 1960-х годов фильма, снятого по одноименной повести «Феерии» Александра Грина. Первый такой выпускной состоялся 27 июня 1968 года. Тогда часть мероприятий была проведена на акватории Невы, напротив исторического ядра города, Петропавловской крепости. Тогда же был использован гимн великому городу, который в дальнейшем стал одним из музыкальных символов мероприятия. Однако спустя 10 лет, в 1979 году, традиция праздника была приостановлена. Возродилась она только аж в 2005 году. Особенностью праздника является тот факт, что попасть на его официальную часть можно лишь по специальным пригласительным билетам, которые доступны лишь ученикам, их родителям и учителям. Сегодня выпускной вечер «Алые паруса» включает две основные части. Первая часть – концерт, который проходит на Дворцовой площади, главной площади Санкт-Петербурга. В этом году бессменным ведущим «Алых парусов» выступил шоумен Иван Ургант, а развлекали выпускников популярные кумиры молодежи. Вторая часть мероприятий – пиротехническое шоу, которое организовывается в акватории Невы. В нем задействован парусник с алыми парусами, который проплывает по реке в сопровождении торжественной музыки и фейерверков. Выпускной вечер «Алые паруса» является очень популярным мероприятием Санкт-Петербурга. Не только среди жителей города, но и туристов. Все желающие собираются на набережных и мостах, откуда открываются прекрасные виды на пиротехническое шоу и проход корабля по главной водной артерии города. Наиболее эффектным событием всего вечера становится появление в акватории Невы парусника с алыми парусами, которые выполнены по технологии настоящих морских парусов, предназначенных для выхода в открытое море. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Вы только представьте себе, по статистике, это торжество посещают более 3 миллионов человек, в том числе и туристы города. «Алые паруса» — это один из самых крупных водных спектаклей в мире, действие которого происходит на открытой воде в акватории Невы. Кроме того, мероприятие является самым крупным пиротехническим шоу страны. Саша, я тебе хочу рассказать о великолепной темнокожей девушке из Казахстана, которая покорила сердца телезрителей и жюри нового шоу на телеканале «Россия». Друзья, я расскажу вам о том, что темнокожая казахстанка Хелена Амбога покорила российских телезрителей. 23-летняя девушка с необычной интересной внешностью приняла участие в съемках шоу «Я вижу твой голос». Ее образ няни был настолько интересным и убедительным, что ее персонаж так понравился Валерию Меладзе, что он даже не удержался и пригласил ее к себе работать няней. Прекрасная Хелена до этого играла в КВН и выступала за команду РУДН, и даже пробилась в высшую лигу. Ее папа из Танзании, а мама из Казахстана. И сама Хелена, она выросла в Усть-Каменогорске. И я хочу вспомнить, что недавно мы разговаривали про еще одного выходца и юмориста из Усть-Каменогорска. Хочется отметить, что это за город такой Усть-Каменогорск, где появляются такие великолепные, артистичные, открытые, яркие и свободные на сцене люди.
И еще я хочу добавить, что выступление Хелены на конкурсе было настолько харизматичным, что, несмотря даже на то, что она не попадала в ноты, и нельзя было сказать, что она великолепно чисто поет, все равно ее исполнение было настолько харизматичным, что запомнилось всем жюри, и в интернете даже уже появились фотографии Хелены с Ларисой Долиной и с другими участниками шоу. Так что я уверен, что мы еще Хелену обязательно увидим на нашем телевидении, может быть, где-то на YouTube, потому что она очень интересный персонаж, очень смешная, харизматичная девушка, и я уверен, что у нее большое будущее. И я уверен, что у нее уже сейчас после этого шоу появилось на электронной почте сразу несколько предложений от ведущих телеканалов. Я думаю, что продюсеры сейчас будут за ней охотиться. Но, во всяком случае, я, если был бы продюсером, я бы обязательно сделал ей приглашение, потому что сразу видно, что она очень талантливая и артистичная девушка. Вань, какая зажигалка, а? Мне так понравилось, что несмотря на то, что даже человек не умеет петь, а вот ведет себя как настоящая артистка. А мне показалось, что она даже, у нее есть такая своя фишка в этом пении. Мне даже кажется, что такое может быть отдельным музыкальным стилем. Как ты думаешь? Да, я понял, что мне тоже надо обязательно попробовать принять участие в этом шоу. Вань, а ты когда-нибудь принимал участие или, может быть, видел челлендж на 2000 человек? Нет, ничего себе, 2000 человек. Сейчас посмотрим. А следующая новость у меня из мира искусств. Дело в том, что 2000 человек приняли участие в челлендже, переделав анимацию «Идущий человек». Чтобы вы поняли, в чем дело, небольшая предыстория. Художник 3D-картин Клинтон Джонс создал небольшую анимацию, в которой человек что-то тащит. Он предложил своим коллегам по всему миру додумать эту анимацию, предложив различные варианты миров и событий, в которых это могло бы произойти. Челлендж принял невероятный размах. В результате получилось 3-часовое видео с тысячами работ со всего мира. По задумке авторов, один и тот же герой должен попадать в различные миры и ситуации, в параллельных вселенных. Удивительно, но челлендж даже не собирается останавливаться. Художники продолжают предлагать свои варианты работ, выкладывая их в социальных сетях. На этом у меня все. Вот это, Саш, круто, вот это мне понравилось. А что там, можно еще, да, тоже, я тоже хочу принять участие, мне интересно. Все, я тебе скину ссылочку. А я хочу тебе, знаешь, еще о чем рассказать. Наш друг великолепный Джа Халиб, он пришел к Урганту, и есть некоторые моменты интересные, о которых я хотел бы рассказать. Недавно Джа Халиб пришел в гости к Ивану Урганту, и между Бахтияром и Иваном состоялась очень интересная беседа. В одном интервью вы сказали, что было время, когда самые крутые музыканты были из Украины, а сейчас пришло время музыкантов из Казахстана, спросил Иван Ургант. Это факт, да, у нас потрясающие комики, потрясающие люди искусства, режиссеры, и все создают что-то новое, пытаются создать что-то новое в направлениях искусства. Наверное, это потому, что у нас очень интернациональная страна, живет, по-моему, 122 национальности. И это во времена войны еще многих переселяли на нашу землю, чтобы сохранять людей. И мне кажется, что вот этот вот коктейльчик или микс из разных национальностей и менталитетов дал какой-то свой классный выход. Поделился мнением музыкант. Да, друзья, очень интересный гость Джа Халиб, Бахтияр Мамедов, великолепный музыкант. И мне кажется, что нам надо о нем сделать уже отдельный фильм. Все-таки в 2 наших фильмах он уже присутствовал. И я вижу, друзья, ваш интерес к нему. Недавно я познакомился с рэпом из Казахстана и подробно окунулся в его творчество. Очень интересная музыка у него. И я могу сказать, что то, что у него миллионы просмотров на его клипах, огромное количество прослушиваний на Spotify, и на других музыкальных площадках, говорит о том, что это очень хороший, качественный музыкант и вполне заслуживает такого внимания, в том числе и от Ивана Урганта. Ведь не зря он говорит о том, что он хочет каждый Новый год встречать в Казахстане. И то, что он с командой Астана, с велосипедной командой из Казахстана, недаром он как-то с ними ездил и тренировался. Так что вот такой вот у меня интересный сюжет. Ваня, я узнал, оказывается, что Джаху зовут Баха. Ты знаешь, мне кажется, что он как будто бы даже посмотрел наши фильмы. Да? Да, про феномен казахов. Ну вот закралось такое ощущение. Как вы думаете, друзья, напишите в комментариях. Ну, это было бы, конечно, большой удачей и большим респектом. А кто не видел, вот ссылочка, посмотрите обязательно. И дождь такой. Ваня, следующая новость у меня про Батыра
из Казахстана. Друзья, мы не раз с вами слышали про казахскую удаль и знаменитых казахстанских батыров, но этот парень переплюнул всех. Программист из Казахстана Нурсултан Амир получил приглашение на работу аж от 6 IT-гигантов мира. Среди них Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Snapchat и TikTok. Честно, не знаю, зачем этот парень решил поменять свою работу, потому что до этого он и так работал в крупнейшей американской компании HBO. Парень родом из Алматы, окончил казахско-турецкий лицей. В 2018 году отправился на учебу в Вашингтон. К концу 2019 года получил степень магистра в компьютерных науках. А теперь давайте я вам расскажу, как Нурсултан пытался добиться своего. Он начал отправлять резюме в IT-гиганты еще в 2015 году на стажировку, но получал отказы. В 2021 году он подал аж 10 резюме в самые крупные IT-компании США. И вы знаете, сработало. Парень стоит перед реальным выбором, куда пойти работать. Сам он склоняется между Facebook и TikTok. Давайте и мы с вами в комментариях поможем Нурсултану определиться с будущей работой. Вот это выбор, да. Слушай, вообще что-то я не понимаю, как так получается, но казахстанцы, они вот, если появляется новая какая-то интересная область, например, вот киберспорт, они почему-то там на лидирующих позициях. Но я попытался, кстати, разобраться, почему в киберспорте, возможно, будет успех у сборной Казахстана по киберспорту. Друзья, я знаю, многие из вас ждали этого события, но я вам с большой радостью сообщаю, что началось формирование сборной команды Казахстана по киберспорту. Друзья, для тех, кто не знает, киберспорт, или также еще его называют компьютерный спорт или электронный спорт, это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Во многих странах признан официальным соревнованием, официальным видом спорта. Существуют разные дисциплины. Боевая арена, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, технический симулятор или файтинг. Файтинг – это драка. Первые соревнования прошли в 1996 году, а чемпионат мира в 2000 году. В киберспорте есть самые разные дисциплины, и они делятся на несколько классов в зависимости от свойств пространств, игровой задачи или развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов. И, между прочим, призовые, которые бывают на разных турнирах, могут достигать нескольких миллионов долларов США. А за этими соревнованиями следят миллионы поклонников по всему миру. И, возможно, уже на Олимпиаде в Париже киберспорт будет представлен как одна из дисциплин. Кстати, некоторые существующие сейчас виды спорта тоже пытаются уйти в онлайн. Например, как велоспорт, который уже в 2020 году мог пройти онлайн. Так что, друзья, для всех тех, кто любит компьютерные игры, появилось оправдание. И если кто-то из ваших близких, например, ваши дети, обожают играть в PlayStation или в компьютер, не значит, что они бездельники. Это значит, что они киберспортсмены. Я, кстати, в детстве тоже был киберспортсменом. Сейчас, конечно, не очень много времени на то, чтобы заниматься киберспортом, но я все равно стараюсь найти время, чтобы поиграть с друзьями, например, в футбол, в Counter-Strike или даже в шахматы. Так что, если вы до настоящего момента несерьезно относились к компьютерным играм, то сейчас, я думаю, что пришло время изменить ваше мнение о этом великолепном спорте. Конечно, Вань, умопомрачительная новость. Я даже представить себе не могу, что если такие популярные виды спорта, как бокс, как конькобежный спорт, перекочует в онлайн-режим, это что же тогда будет происходить? Это будет примерно так. Правый хук, блок. Будем надеяться, что все-таки скоро все вернется на круги своя, и мы увидим настоящий насыщенный спорт. Вань, я говорил про казахского батыра, но и казашки на самом деле не отстают от своих богатырей, потому что девушка получила приглашение аж в 6 вузов мирового значения. Круто, давай посмотрим. Самое время поговорить о девочках. Еще один рекорд по достижениям поставила прекрасная девушка из города Алматы Далес Мынжасар. Это выпускница интеллектуальной школы имени Назарбаева. Дело в том, что ей удалось поступить аж в несколько престижных университетов. Внимание! Массачусетский колледж искусств и дизайна, Чикагский институт искусств, колледж искусств и дизайна Ринглинг, Мадридский университет Сент-Луиса. Кроме того, Далес ждет приглашение еще от 2 вузов.
Как вам достижение молодой девушки? Главным этапом подготовки к поступлению стало выполнение портфолио. У девушки было всего 3 месяца, за которые она выполнила 25 полноценных творческих работ. В основном это были картины, выполненные маслом, акварелью, акрилом и так далее. Хорошая новость заключается в том, что университеты, которые пригласили девушку на учебу, обещали платить стипендию. Напишите в комментариях, какую стипендию должна получать девушка. Да, Саш, что можно сказать? Я вот слышал о том, что казахстанцы, они попадают в разные престижные вузы. Но вот теперь на примере этой девушки я понимаю, что, слушай, ничего нет невозможного. Так же, кстати, как и вот моя следующая новость. Ты знаешь же, да, что у нас есть Инстаграм, и у нас там сколько сейчас подписчиков? Ой, очень много. 6, почти 7 тысяч я видел. Да, а Роналдо стал первым человеком, у которого 300 миллионов подписчиков в Инстаграм. Да ладно, он даже Бузову обогнал. Даже Бузова. Смотрим. Друзья, я сейчас нахожусь в Зеленогорске, это небольшой город под Санкт-Петербургом. Здесь находится тренировочная площадка, стадион «Спартак», на котором тренировалась сборная Финляндии. Но сегодня я хочу вам рассказать про Криштиану Роналду. И, Саш, я вот хотел тебе сказать, а ты знаешь, что Криштиану Роналду, скорее всего, казах? Ты спросишь, почему казах? Да потому что красавчик. Если кто-то следит за футболом, вы, наверное, знаете, что его команда уже закончила выступление и уступила бельгийцам. И теперь Криштиану Роналду отправился домой отдыхать и готовиться к следующим матчам. Так почему же Криштиану Роналду красавчик? А дело в том, что он стал первым человеком, у которого 300 миллионов подписчиков в Инстаграм. На втором месте за ним оказался Дуэйн Скала Джонсон, Ариана Гранде на третьем месте. Ну и также в десятке Бейонс, Лео Месси, Джастин Бибер, Селена Гомес, Ким Кардашьян и сестры Дженнер. Вообще, Инстаграм классная штука. Можно делиться своими фотографиями, можно следить за популярными людьми или за кем-то из родственников. Это такой современный способ общения между людьми. И если вы, кстати, думаете, что 300 миллионов это очень хорошо, когда столько подписчиков, это слава, это успех, на самом деле я уверен, что у Криштиану Роналду очень много хейтеров, очень много доброжелателей. Так что нельзя сказать, наверное, что это райская жизнь. У них тоже есть свои сложности. И еще хочу добавить, что это очень большая ответственность, когда столько людей следит за твоим инстаграмом, за твоей жизнью, ты показываешь людям пример. А это значит, нужно всегда думать, что ты делаешь. А у нас, кстати, тоже есть инстаграм, поэтому я размещу ссылку в описании. Если что, вы можете следить и за тем, что мы делаем. Слушай, Роналдо, конечно, молодец, но я хочу сказать все-таки про достижения казахстанского кинематографа, потому что казахстанский фильм вновь взял премию на кинофестивале в Польше. А сейчас новости из мира кино. Фильм «Казахстанки» завоевал награду на кинофестивале в Польше. Награду взял короткометражный фильм «История цивилизации» казахстанки Жанат Алшановой. Картина рассказывает историю девушки по имени Индира, которая мечтает переехать жить из Алматы в Лондон. Но в день отлета происходят самые невероятные происшествия. Главную роль исполнила певица и композитор Акмарал Зыкаева. Для девушки это был дебют в кино. К слову, хочу отметить, что режиссер картины Алшанова – выпускница Лондонской киноакадемии. Лента получила награду в номинации «Особое упоминание». Жюри отметило тонкое повествование, отличную актерскую игру и невероятно красивые кадры. Неудивительно, ведь съемки картины проходили в Алмате. Вы знаете, после знакомства с Казахстаном я пересмотрел большое количество фильмов казахстанских режиссеров и актеров, соответственно, и получаю регулярно колоссальное удовольствие. Ребята, спасибо вам большое за чудесное кино. Саш, очень интересная новость. Я, кстати, сейчас додумываюсь о том, чтобы сделать фильм о кино в Казахстане, о кинематографе. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, о ком бы вы хотели, чтобы я рассказал. А моя новость, она о Иманбеке. Он выступил на втором видеофестивале цифровой музыки. Друзья, казахстанский диджей, обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов выступил на втором видеофестивале цифровой музыки. Это событие прошло в один день сразу в 5 местах по всему миру. Лос-Анджелесе, Южной Корее, Дубае, Мексике и Германии. И каждое из этих мероприятий посвящено вселенной Valorant. Valorant — это многопользовательская компьютерная игра, разработанная и издаваемая
студии Riot Games. Это довольно молодая игра, она была выпущена 2 июня 2020 года, но за то время, которое она существует, она завоевала сердца миллионов игроков. На этом интерактивном фестивале используется технология дополненной реальности. Зрители могли полностью погрузиться в атмосферу масштабного 6-часового шоу. И это все не выходя из дома. А различные интерактивные инструменты позволяли настраивать изображение по своему вкусу. Многие считают, что главная звезда этого фестиваля — американский диджей Гриффин. Я посмотрел, действительно очень мощный исполнитель, действительно настоящий хедлайнер. Правда, на YouTube я у него нашел самое большое видео — 67 миллионов просмотров. У Иманбека же я когда открыл, на сегодняшний день у него 260 миллионов с песней Roses, и также эта же песня 171 миллион и 80 миллионов. Ну, чуть-чуть больше, поэтому, наверное, на следующем фестивале уже Иманбек будет хедлайнером. Все-таки ролики на YouTube у него чуть-чуть помощнее. Правда, они не на канале Иманбека, но, с другой стороны, это же не важно, ведь Иманбека теперь знают по всему миру. Мы были рады, что вы с нами находились сегодня, и до следующей встречи. Я надеюсь, что она будет очень скорой. Пока. Пока. А сейчас экспериментальная рубрика на нашем канале «Приключения». Совсем недавно мне посчастливилось побывать в Турции. Это было поистине захватывающее приключение. За 2 месяца пребывания в курортном городе Алания я снял много интересных сюжетов и обрел новых друзей. Одно из таких путешествий случилось со мной на банановую плантацию. Я всегда мечтал узнать, как выращиваются бананы, и вот моя мечта сбылась. Также я узнал, что занятие сельским хозяйством в Турции очень прибыльно и активно поддерживается государством. Каждый клочок земли здесь используется по назначению. Растет в Турции практически все. Я видел бескрайние банановые плантации, апельсиновые рощи, теплицы с баклажанами и огурцами, оливковые деревья и даже авокадо. Бананы выращиваются в Турции более 100 лет. Производство бананов в Турции все время растет. В этом году урожай составил более 700 тысяч тонн. Однако даже эта цифра покрывает спрос во всей Турции только на 30%. Оказалось, что бананы – это вовсе не пальмы, не деревья, а по сути вид одной из самых высоких трав, похожих по своим свойствам на бамбук. Когда растения плодоносят, их обязательно подпирают деревянными или бамбуковыми жердями, чтобы они не сломались под тяжестью уже почти созревших бананов. Каждая такая гроздь весит 50-60 килограммов. Как я и говорил, заниматься бананами очень выгодно, так как цена закупки бананов у фермеров составляет $1 за килограмм. После поездки на ферму мне подарили одну такую гроздь весом до 10 килограмм. Да, в тот вечер я почувствовал себя банановым королем. Ну вот, теперь ты знаешь о бананах практически все. Поставь лайк, если тоже любишь бананы, как и я.